Так, сегодня на семинаре я расскажу, что такое фемтоскопия, как мы можем использовать методы фемтоскопии для измерения, для исследования взаимодействия между частицами, и также каких успехов на этом поприще добилась группа фемтоскопистов в коллаборации ALICE. Для начала коротко обсудим, что собой представляет эксперимент ALICE. Извините. Детектор ALICE представляет собой набор детекторов, большая часть из которых находится внутри соленоидального магнита. Здесь в списке представлены детекторы, которые мы для фемтоскопии, данные которых мы используем для наших фемтоисследований. Это такие детекторы, как времяпроекционная камера TPC и внутренняя трекинговая система, используемая для восстановления треков и вершин частиц, и вершин событий, треков частиц и вершин событий. Также для идентификации частиц мы используем детектор TPC и времяпролетный детектор TOF. Для определения центральности столкновения используются детекторы V0 и детектор калориметра ZDC, который находится вне магнита. И как ветодетекторы используются калориметр ZDC и дифракционный детектор AD. Следует отметить, что, используя в сочетании информацию с этих детекторов, нам удается добиться прекрасной идентификации частиц, корреляции которых мы исследуем в своих анализах. Итак, что же мы можем изучать с помощью методов фемтоскопии? Во-первых, мы можем изучать размер и форму материи, которая создается в столкновениях ядер или частиц. Также мы можем с помощью фемтометодов уточнять параметры некоторых мезонов, измерять время эмиссии частиц и асимметрию эмиссии частиц, и также исследовать сильные взаимодействия между частицами, включая трехчастичные взаимодействия. Также я сразу скажу, что везде, где присутствует значок, логотип нашего института, таким образом будут отмечаться исследования, где для получения результатов принимали самое активное участие члены нашей группы ОИЯ в коллаборации ALICE. Итак, во-первых, самое простое, что мы можем исследовать с помощью фемтометодов, это источник, излучающие частицы, которые создаются в столкновениях либо в случае LHC столкновениях протон-протон, либо протон-свинец, либо свинец-свинец. В классическом определении, самым известным, корреляционной фемтоскопией называется метод измерения пространственно-временных характеристик области излучающей частицы, то есть материи, которая создается в высокоэнергетических столкновениях, благодаря корреляциям вылетающих из этой области столкновения частиц из-за эффектов квантовой статистики и взаимодействия в конечном состоянии. Поскольку такие взаимодействия происходят на расстояниях порядка 10 в минус 15 метра, то есть фемтометра, отсюда и возникло название корреляционной фемтоскопии. Чтобы численно описать эти корреляции между частицами, можно использовать в самом простом случае корреляции двух частиц и, соответственно, двухчастичную корреляционную функцию. В теории она определяется как соотношение вероятностей найти две частицы с импульсами P1 и P2 в одном событии к произведению вероятностей найти эти частицы независимо друг от друга. В эксперименте обычно мы исследуем отношение распределения по относительному импульсу пары, полученного для частиц из одного события, к соответствующему распределению по Q и для частиц, полученных взятых из различных событий. В первых экспериментах по столкновениям электрон-позитрон было показано, что при малых относительных импульсах пары наблюдается усиление выхода частиц, как раз благодаря корреляциям между ними. И в простейшем случае, если в теории рассмотреть, что распределение пространственное таких частиц описывается простым Гауссом, то было показано, что если отфитировать простым же Гауссом корреляционную функцию, то ширина пика этой корреляционной функции на полувысоте обратно пропорциональна размерам источника, излучающего коррелирующие частицы.
Таким образом, с помощью фемтоскопии мы можем измерять размер этого источника, излучающего частиц. Самый простой анализ такого рода фемтоскопический – это одномерный анализ, когда мы предполагаем, что источник излучающей частицы имеет сферическую форму и может описываться одним параметром размера. В случае корреляции только благодаря эффектам квантовой статистики мы можем отфитировать экспериментальную волновую функцию такой формулы и, соответственно, извлечь этот размер. В случае трехмерного анализа мы предполагаем, что источник излучающей частицы имеет произвольную форму и характеризуется тремя параметрами размера. И в случае эффектов чисто квантово-статистических корреляций можно отфитировать корреляционную функцию вот такой формулы и извлечь эти размеры. Также здесь есть параметр лямбда, который называется силой корреляции. И этот параметр является мерой хаотичности излучаемых частиц. И в идеальном случае, если частицы абсолютно хаотично излучаются, он должен быть равен единице. В реальной жизни этот параметр всегда меньше единицы, поскольку у нас есть некие нефемтоскопические эффекты, влияющие на измеряемые корреляции, на измеряемую корреляционную функцию. Например, такие эффекты, которые возникают из-за неправильной идентификации частиц, из-за корреляции частиц, которые рождаются в распадах резонансов, и также из-за частиц, которые появляются из мини-джетов. Конечно, в реальной жизни корреляционные функции никогда не имеют форму идеального Гаусса, поскольку на них оказывают влияние различные эффекты. И здесь я для примера показала, как могут выглядеть реальные корреляционные функции. И видно, что на их форму влияют не только эффекты квантовой статистики, но также, например, кулоновское взаимодействие и сильное взаимодействие. Теперь рассмотрим в деталях, что мы можем получить, если анализируем корреляции частиц в рамках одномерного фемтоскопического анализа. Конечно, речь в первую очередь идет об источнике, излучающем частицы. Один из самых первых анализов такого рода был сделан для корреляции частиц, идентичных частиц в столкновениях ядро-ядро. Для различных частиц здесь показаны пары этих частиц. И на картинке слева вы можете видеть радиусы источников, излучающих эти частицы, в зависимости от поперечной массы пары и также от множественности столкновений, от множественности событий. Видно, что радиусы спадают, во-первых, с МТ, и, во-вторых, они уменьшаются с уменьшением множественности событий, то есть для более периферических столкновений радиусы меньше. Такое поведение размеров источника, излучающего частицы, хорошо согласуется с предсказаниями для материи, рождающейся в столкновениях частиц, предсказанные гидродинамическими моделями. И в этом случае такое поведение означает коллективное расширение материи, которая образуется в столкновениях частиц или ядер. Картинки справа две показывают радиусы, извлеченные из корреляции идентичных заряженных каонов, в зависимости для различных типов столкновений, в зависимости от множественности событий. Здесь показаны радиусы для столкновений в ПП, протон-свинец и свинец-свинец. И из этих картинок вы можете видеть, что в то время как радиусы для протон-протон и протон-свинец столкновений лежат на одной кривой, радиусы для столкновений свинец-свинец, для тех же каонов, они отличаются от предыдущих двух, и они больше даже для самых периферических столкновений ядер. Это может означать, что коллективные эффекты в материи, которая рождается в столкновениях ядер, более сильно проявляется даже для самых периферических столкновений, нежели это в случае столкновений протон-протон или протон-свинец. А также можно увидеть другой интересный эффект, что здесь он только примерно виден, потому что недостаточно еще статистики, ошибки большие, но тем не менее. Если рассмотреть столкновения ядер протон-протон при разных энергиях, то видно, что с увеличением энергии столкновений радиусы уменьшаются. Физически это может означать, что в столкновениях протон-свинец-свинец
столкновениях ядер радиусы, точнее размеры источника уменьшаются, то есть создается с увеличением энергии сталкивающихся ядер более компактная и плотная система. Помимо, собственно, размеров источника, оказывается, даже в одномерном простом анализе можно делать другие интересные исследования. Например, если исследовать корреляции неидентичных частиц, в данном случае это К0, К-, то можно исследовать, попытаться ответить на вопрос о природе А0 мезона. Является ли он тетракварком или дикварком? Согласно одним теоретическим представлениям, А0 мезон является тетракварком, поскольку при взаимодействии К0 и К- мезонов входящие в них странные кварк-антикварк не аннигилируют друг с другом, и итоговый А0 мезон состоит из 4 кварков. Согласно другим представлениям, А0 мезон является дикварком, поскольку входящие в состав К0 и К- мезонов кварк и антикварк странные аннигилируют друг с другом, и на выходе в А0 мезон входит всего кварк и антикварк. Каким образом с помощью фемтоскопии мы можем попытаться ответить на вопрос, является ли А0 мезон тетракварком или дикварком? Мы можем попробовать сравнить их силы корреляции для К0, К- мезонов и для идентичных К-, К- мезонов. Согласно простым рассуждениям на пальцах, должно быть так, что в случае, если А0 мезон является тетракварком, то он при взаимодействиях К0, К- мезонов будет отбирать на себя часть странных кварков, и, соответственно, сила корреляции в канале К0, К- будет идти частично через резонансный канал А0, и, соответственно, сила корреляции для К0, К- мезонов будет меньше, чем для К-, К- мезонов. В случае же, если А0 мезон является дикварком, то тогда в него не будут уходить странные кварк и антикварк, они будут оставаться в К0, К- мезонах, и, соответственно, сила корреляции для корреляции К0, К- и К-, будет примерно одинаковая, их соотношение будет равно единице приблизительно. На картинках внизу вы можете видеть, что если сравнить, во-первых, радиусы слева для корреляции идентичных каонов и неидентичных каонов, то видно, что они одинаковы в пределах ошибок, в то время как сила корреляции заметно ниже для корреляции неидентичных каонов по сравнению с корреляцией с идентичными каонами. То есть измерения Алис предполагают, указывают на то, что А0 мезон может являться тетракварком. Помимо этого, в том же самом анализе, при анализе корреляции К0, К плюс, К минус, можно уточнить параметры, а именно массу и ширину самого А0 мезона. И было в этом же анализе показано, что эти масса и ширина соответствуют вот этому теоретическому предсказанию, где вот ссылка на это теоретическое предсказание вставлена здесь на слайде. Теперь, учитывая информацию, которую мы имеем об А0 мезоне, массу и ширину, если мы сделаем анализ теперь корреляции неидентичных заряженных каонов, мы можем попытаться уточнить параметры F0 мезона. В случае корреляции К плюс, К минус, в них вносит вклад кулоновское взаимодействие между каонами, сильное взаимодействие в резонансном канале через А0 и F0 мезоны, и также К плюс, К минус образуют фи-мезон, что проявляется в виде пиков корреляционной функции. Итак, используя информацию, которую мы имеем об А0 мезоне, и фитируя корреляционную функцию, приведенной формулой, также исходя из того, что радиусы извлеченные из анализа для идентичных заряженных каонов и извлеченные из анализа для К плюс, К минус должны совпадать друг с другом, поскольку нет физических причин, чтобы они различались. Мы можем из фита с помощью этой фитирующей формулы извлечь массы и параметры связи для F0 мезона. Для начала были рассмотрены теоретические значения вот из этих моделей для F0 мезона, однако проведенный фит показал, что ни одно из этих значений, ни одна из этих пар значений не дает хорошего описания
корреляционной функции. И, соответственно, эти параметры были оставлены свободными. И в итоге в результате фита полученные значения для массы и ширины F0 мезона представлены здесь. И следует сказать, что полученные масса и ширина находятся в хорошем согласии с данными группы ПДГ по данным по всем частицам, которые представлены в этой таблице. Теперь, если перейдем к трехмерному анализу, фемтоанализу, то в данном случае, помимо исследований самого источника, размера источника, мы можем также исследовать его форму и еще измерять время эмиссии частиц из материи и также асимметрию эмиссии частиц. Также одним из первых анализов такого рода был анализ корреляции идентичных частиц в столкновениях ядро-ядро. И здесь на левой картинке вы можете увидеть параметры размеров, в данном случае 3 параметра размера в трехмерном анализе. И для корреляции заряженных пионов, заряженных каонов и идентичных и нейтральных каонов. И вы можете видеть здесь сравнение с предсказаниями модели, гидрокинетической модели. И как видно из представленного сравнения, для хорошего описания экспериментальных данных, в гидрокинетической модели необходимо учитывать перерастение адронов в конечном состоянии, которое описывается с помощью адронного каскада. Справа на картинке показаны те же самые экспериментальные данные, но представленные в сравнении с предсказаниями другой модели адронных взаимодействий EPAS-3. Но и в этом случае, хоть эта модель достаточно отличается от гидрокинетической модели, для хорошего описания экспериментальных данных необходим учет, опять же, перерастения адронов в конечном состоянии, как для пионов, так и для каонов. Помимо этого, из изучения в трехмерном анализе, фемтоанализе корреляции идентичных частиц, можно также получить информацию о времени эмиссии этих частиц и также измерить температуру материи, которая излучает эти частицы. И это было сделано также в этом случае. Как это можно сделать? Для этого нужно отфитировать компоненту Erlong, которая измеряет размер источника, представленной на рисунке, на левом рисунке формулой, полученной в рамках модели HKM, гидрокинетической модели. И в этом случае извлеченные температуры и времена эмиссии показаны в данной таблице в зависимости от множественности событий. И видно, что с уменьшением множественности событий для более периферических столкновений мы имеем источник, который, получается, имеет более низкую температуру, из которого частицы излучаются быстрее. Также время эмиссии показано на этой картинке в зависимости от множественности событий. Также, если можно сравнить температуры и времена эмиссии в столкновениях для каонов, идентичных в столкновениях свинец-свинец при разных энергиях, то было показано, что с увеличением энергии столкновений образуется более компактная и плотная материя, которая вымораживается медленнее. В дополнение к уже приведенным результатам, в рамках трехмерного фемтоскопического анализа, но уже не идентичных частиц, можно извлечь асимметрию эмиссии этих частиц из материи. И это было сделано для анализа корреляции пион-каон. Здесь вы можете видеть на картинках результаты. В данном случае, чтобы извлечь время эмиссии, была рассмотрена другая компонента радиуса трехмерного out-компонента. И из фитирования корреляционной функции была извлечена эта компонента и также асимметрия μ. Здесь эти два параметра показаны в зависимости от поперечной массы пары слева и от множественности события справа. Видно, что с увеличением МТ опять радиусы убывают, как это было показано в предыдущих анализах. И также видно, что параметр μ в любом случае он является отрицательным. Факт того, что параметр μ отрицателен, физически означает, что пионы излучаются ближе к центру системы, чем каоны.
И также для хорошего описания существующих экспериментальных данных с помощью модели, в данном случае Терминатор-2, было показано, что необходимо учитывать дополнительную временную задержку излучения каонов по сравнению с пионами и также радиальное расширение материи. Плюс необходимо, опять же, учитывать перерассеяние адронов в конечном состоянии. Здесь это вот кривая выйдет по точкам. Теперь обсудим, каким образом с помощью фемтометодов можно исследовать взаимодействие между частицами. И в частности, можно попытаться с помощью методов фемтоскопии и исследований взаимодействия между частицами ответить на вопрос о составе ядер нейтронных звезд. Всем известно, что нейтронные звезды представляют собой очень компактные, плотные объекты с радиусами порядка 10-15 километров и массами примерно составляющими 1.2-2.2 масс Солнца. Нам более-менее известен из исследований состав внешней и внутренней оболочек нейтронных звезд, однако мы ничего не знаем о составе ядер этих объектов. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо найти или получить правильное уравнение состояния, описывающее эту материю. Или ответить на вопросы, из чего состоит эта материя и каким образом конституенты этой материи взаимодействуют друг с другом. Из существующих модельных описаний известно, что с возрастанием барионных плотностей такой материи, как показано на этих двух картинках для примера, энергетически предпочтительным является рождение гиперонов. И в данном случае можно видеть это в обоих случаях, которые на самом деле отличаются только величинами потенциалов, используемых в моделях. Из КХД, из квантовой хромодинамики нам также известно, что кварки, входящие в состав мезонов и барионов, взаимодействуют друг с другом очень сильно при малых переданных импульсах, то есть находятся в состоянии конфайнмента, и при больших переданных импульсах практически перестают взаимодействовать друг с другом и находятся в состоянии асимптотической свободы. Во втором случае расчеты для таких взаимодействий очень простые, их можно делать с помощью пертурбативной КХД. Однако, если мы рассматриваем взаимодействия сильные на расстояниях порядка 1 Ферми и переданных импульсах порядка 1 ГЭВа на Си, то пертурбативные методы КХД в данном случае неприменимы. И, соответственно, мы можем использовать различные методы, различные приближения для описания сильных взаимодействий в этих случаях. Один из таких методов включает в себя на самом деле некий класс моделей, который называется эффективными теориями, и где взаимодействия описываются между адронами посредством адронов, то есть адроны являются степенями свободы этих моделей. Другой вариант – это решеточное КХД, когда взаимодействия описываются, начиная с взаимодействия кварков и глюонов. В обоих случаях есть некие свободные параметры, значения которых можно зафиксировать из существующих экспериментальных данных. Например, такими данными могут быть рассеяние адронов друг на друге или эксперименты по гиперядрам. Недостаток первого подхода заключается в том, что при рассеянии частиц друг на друге практически невозможно создать пары частиц, взаимодействующих друг с другом, при очень малых относительных импульсах. Недостаток второго подхода в том, что трактовка таких результатов таких экспериментов модельно зависима. Поэтому в качестве альтернативы этим методам можно попробовать использовать фемтоанализ, и особенно анализ столкновений, анализ корреляций в столкновениях протон-протон и протон-свинец, поскольку в этом случае источники, излучающие частицы, имеют размер порядка 1 Ферми, и, соответственно, на таких расстояниях маленьких наибольший вклад во взаимодействие вносит короткодействующее сильное взаимодействие между частицами. На этом слайде объясняется коротко, каким образом это делается. Известно, что, с одной стороны, корреляционную функцию мы можем вычислить, если мы знаем, каким образом распределены частицы в излучающей их материи.
И если в случае абсолютно хаотичного излучения, на самом деле было показано, что мы можем использовать для этой функции S распределение по Гауссу. И также, если мы знаем взаимодействие между частицами, которые можно описать в соответствующей волновой функции, и нашими коллегами из группы Технического университета Мюнхена был разработан вычислительный пакет, который называется КАЦ, в котором решается уравнение Шрёдингера для различных модельных описаний сильных взаимодействий между частицами. Таким образом, мы можем вычислять с помощью этого пакета волновые функции. То есть, с одной стороны, мы можем вычислить корреляционную функцию, с другой стороны, мы можем ее измерить в эксперименте. И если мы будем сравнивать эти две функции из расхождений модели и эксперимента, или из их совпадения, мы можем делать выводы о качестве описания сильных взаимодействий коррелирующих частиц. Таким образом, с помощью этого метода, во-первых, можно измерять исследовать двухчастичные взаимодействия. Одним из наиболее ярких примеров такого рода является исследование корреляции протонов с кси-гиперонами и протонов с омега-гиперонами в столкновениях протон-протон. На картинке слева вы можете видеть корреляционные функции экспериментальные в сравнении с вычислениями, когда между этими частицами предполагается только кулоновское взаимодействие, это зеленые кривые, и когда к взаимодействиям были также добавлены сильные взаимодействия, которые были описаны с помощью решеточной КХД. И видно, что в обоих случаях взаимодействия сильно необходимы для достижения более-менее приемлемого согласия с экспериментальными данными. И помимо этого, такое взаимодействие носит характер притяжения. На картинке справа показаны решеточные потенциалы, использованные для описания взаимодействия этих частиц. И видно, что при описании протонов с кси-гиперонами взаимодействие носит по большей части характер притяжения, но при малых расстояниях между частицами содержит отталкивающую компоненту. В то время как взаимодействие между протоном и омега-гипероном полностью имеет характер притяжения. И в модели в решеточной КХД, которая была использована для этих расчетов, также включается связанное состояние с энергией связи примерно 2,5 м. Из представленных сравнений можно сказать, что для случая протон-омега необходимо уточнение теоретического описания, что планируется делать с большей статистикой, которую планируется получить во время запуска LHC RAN-3. И также следует подчеркнуть, что на текущий момент данный фемтометод является единственным доступным методом для проверки предсказаний решеточной КХД для взаимодействия протон-омега. Также с помощью изучения, с помощью того же пакета КАЦ, можно изучать динамику связанных каналов для некоторых взаимодействий. На этом слайде для примера показаны взаимодействия антикаон-нуклон. И здесь вы можете видеть корреляционные функции конкретно для К-П, К плюс антипротон корреляций в столкновениях протон-протон, протон-свинец и свинец-свинец. И с помощью этих корреляционных функций и их анализа изучалось взаимодействие в канале К-П с переходом в антиканоль нейтрон, которое проявляется в виде вот этих пиков здесь, во всех трех случаях. И было показано, что в данном случае можно извлечь и выделить в отдельное слагаемое вклад всех связанных каналов корреляционной функции. И качество описания, теоретического описания, например, в этом канале можно оценивать с помощью веса омега. Принцип такой, что если теоретическое описание прекрасно описывает взаимодействие, которое приводит к данным корреляциям, то тогда мы можем ограничиться весом омега-прот, рассчитанным в теории. Однако, если нам не удается в этом случае достичь хорошего описания,
то нужно ввести еще дополнительный параметр, который фитируется, омега-стронг. И, как мы видим из приведенных результатов, везде для хорошего описания корреляционных функций потребовалось введение этого параметра омега-стронг, что означает, что хиральная модель, которая была использована для описания канала перехода из К-P в антиканоль нейтрон, еще недостаточно хорошо описывает эти взаимодействия. Дополнение к этому можно исследовать, основываясь на том же принципе, трехчастичные взаимодействия между частицами. Первый анализ такого рода, который был проведен, это был чисто классический корреляционный анализ, не основанный на использовании пакета КАЦ и вычислениях для сильных взаимодействий. И были исследованы корреляции трех пионов, потому что теоретически, с точки зрения теории, мы можем анализировать не только двухчастичные корреляции, но также и, например, трехчастичные корреляции. И в данном случае корреляционная функция определяется по аналогии с двухчастичным случаем, за исключением только того, что в числителе содержится вероятность найти в одном событии три частицы с импульсами P1, P2 и P3 соответственно. И результат такого анализа, он представлен здесь на картинке слева. Показаны радиусы в сравнении, извлеченные из корреляции трех пионов и двух пионов. И видно из сравнения этих результатов характерное поведение опять радиусов в ПП и протон-свинец столкновениях и их разница со свинец-свинец столкновениями, что подтверждает, что коллективные эффекты в столкновениях ядер проявляются сильнее, чем в столкновениях протон-протон и протон-свинец, даже при периферических столкновениях. И плюс также есть некая разница для радиусов, извлеченных из корреляции трех частиц. Такие радиусы оказываются меньше, чем радиусы, извлеченные из корреляции двух пионов, что может означать не гауссовскую форму источника излучающего пиона. Также, помимо исследований трехчастичной корреляционной функции, можно выделить так называемый трехчастичный кумулянт и уже более детально, без вкладов всяких нефемтопосторонних, сравнивать непосредственно кумулянты в различных типах столкновений, то есть протон-протон, протон-свинец и свинец-свинец. Для этого достаточно из экспериментальной корреляционной функции для трех частиц вычесть двухчастичные эффекты. Результат сравнения таких трехчастичных кумулянтов показан на картинке справа. И видно, что в то время как трехчастичный кумулянт для протон-протон и протон-свинец, их форма более-менее одинакова, кумулянт для столкновений свинец-свинец отличается по форме от предыдущих двух. Что опять же подтверждает, опять нас приводит к разнице в начальных состояниях в материи, которые создаются при столкновениях протонов с ядрами или протонов с протонами, в отличие от столкновения ядер. Наконец, с помощью фемтометодов можно попробовать исследовать трехчастичные взаимодействия, непосредственно уже основываясь на сравнении кумулянтов трехчастичных, на исследование этих кумулянтов, чтобы ответить на вопрос, есть ли вообще эти трехчастичные взаимодействия, имеют ли они место быть между частицами, и если да, то какой характер они носят, характер притяжения или отталкивания. И вот это исследование, оно важно в том числе для того, как учитывать эти вклады трехчастичные в уравнении состояния, описывающие материю в нейтронных звездах, поскольку в теоретических исследованиях было показано, что для описания многочастичных систем недостаточно использовать только двухчастичные силы. Из приведенных здесь исследований, здесь были сделаны исследования для корреляции протон-протон-протон и протон-протон-лямбда-барион. Слева для протон-протон-протон мы видим, что кумулянт отличен от нуля, и он является отрицательным при малых Q. И это означает, что
Это означает фактически либо влияние квантовой статистики для барионов, она отрицательная, либо отталкивающее сильное взаимодействие, трехчастичное взаимодействие для этих частиц. Что касается кумулянта для протон-протон лямбда-бариона, то здесь видно указание, кажется, все. Видно указание на то, что этот кумулянт является положительным. Не знаю вообще. Нет, указки нет. Видно, что кумулянт является положительным, что может быть указанием на притяжение в этом случае между частицами. Однако, если проанализировать размер ошибок для этих точек, то в настоящий момент это только указание и не может быть надежным выводом. Для того, чтобы сделать надежный вывод для этого взаимодействия, нужно больше статистики, и планируется с данного провести этот анализ с новыми данными, которые планируется собрать после перезапуска LHC, который сейчас и идет. Помимо этого, также существует много других интересных исследований, которые основываются на фемтоанализе корреляции частиц. И в частности, из того, что здесь, вот здесь они показаны в списке, здесь особо можно подчеркнуть, например, сильное взаимодействие с очарованными мезонами. И с помощью корреляционных методов можно даже попытаться исследовать взаимодействие материи и антиматерии, и даже механизм рождения легких ядер. Суммируя все вышесказанное, можно сказать, что фемтоскопия является хорошим инструментом для получения информации о горячей и плотной материи, созданной в столкновениях, в высокоэнергетических столкновениях. Можно исследовать динамику этих столкновений. Также фемтоскопия обеспечивает беспрецедентные ограничения на параметры моделей, описывающих адронные взаимодействия. Она позволяет исследовать трехчастичные взаимодействия, связанные состояния потенциально, и также может позволить получить ограничения на уравнение состояния, описывающие материю в нейтронных звездах. Это все. Спасибо за внимание. Лена, большое спасибо. Ты нам открыла семинар как раз после большого перерыва, и он оказался очень удачным. И ты успела сказать очень компактно о тех результатах, которые были достигнуты или получены ранее, и новые. И, в общем-то, видно, что это направление не имеет границ. Вот. А теперь, если у нас есть вопросы, пожалуйста, в зале или те, кто онлайн, пожалуйста, вопросы. Ну вот, Степ. Лен, давай к первой прозрачке пойдем. Первое самое? Да. Там, где фемтоскопия написано? Да, что это такое? С этого начнем. Там же уже написано. Да, ну вот... Только не на первом слайде, вот а вот это, здесь. ну да, собственно говоря. Ну, начнем с того, что вот у тебя тут написано, что у тебя есть квантовая статистика плюс final state interaction, да? Да. Но ты, как говоришь, здесь только про один источник. А теперь давай рассуждать, что, допустим, у нас есть много источников, и плотность их большая. Тогда Подождите. Может быть, имеется в виду материя, которая излучает частицы. Она является источником множества частиц. То, что она Но материя, однородна, она одна. Как вы ее можете? очень просто, потому что она не может быть однородной. Это ты думаешь, что она однородная. А она флуктуации, поэтому у тебя источники могут быть разные. Поэтому у тебя, грубо говоря, так же, как в космосе, вот космическая у тебя есть фоны, флуктуации, они связаны с тем, что неоднородности были. То же самое здесь у тебя может. Поэтому, когда у тебя плотность большая, ты, по сути дела, за счет final state interaction, то есть взаимодействия конечного, которое ты потом где-то дальше называешь перерассеяние. Это перерассеяние-то и есть взаимодействие в конечном состоянии. То есть как бы терминологии, вот хорошо бы иметь одно и то же. Там не совсем. Это совсем то же самое. Так вот, смотри, что тогда получается вот эти MT-зависимости от множественности зависимости. Если они выходят на одну и ту же асимптотику, когда у тебя растет MT,
и когда у тебя падает множественность. Это означает, что у тебя могут быть вот эти источники, которые ты потом воспринимаешь при большой плотности как большой источник, всего-навсего. И вывод. Я пока не понимаю, к чему вы ведете. Я к тому, что у тебя не единая материя, а я тебе говорю, у тебя такая материя очень флуктуирующая по плотности и так далее. Вообще-то материя, которая создается в столкновениях, предполагается, что в ней есть флуктуации. Вот, Если уже в ней есть флуктуации. поэтому за счет, я тебе говорю, вот этого взаимодействия в конечном состоянии у тебя и получается, когда ты большие плотности смотришь, ты видишь именно единый объем, большой, а не вот эти отдельные флуктуационные объемы, которые тебе дают источник. Ну ладно, это вопрос, это доказывать надо. Сейчас, Да. Борь, подожди. Давай потом... ты сразу хочешь ответить? Комментарий такой, что мы основываемся на гидрокинетических моделях. Вот то, что Елена говорила, там, конечно, флуктуации тоже вводятся. И картинка там известна, что у вас сначала есть первоначальные взаимодействия, потом у вас есть продленные плавно, которые переходят в адроны, и потом адроны исчезнут. Все это кончается фризаутом общим. То есть фризаут – это и есть тот размер источника, который мы видим. И именно о нем все время идет речь. То есть, что значит это много источников? Про разные вещи. Нет, не про разные. То есть мы сейчас основываемся на некоторой модели, она не одна. Или на самом первом ходу, Геометрические модели говорят именно так. когда делает пешка первый ход, он может и два раза. Теперь дальше, Лен, пойдем. Первый раз. А так, У нас есть вопрос, давайте по одному вопросу. Подождите, у нас есть из зала Гидар вопрос. вот Гидар, мы слушаем ваш вопрос. ладья, Здравствуйте. Очень вот так, хороший доклад, спасибо. Я хотел вот к А0. Можно пешка дать горизонтали, прозрачку? вот слон, Вот вы там сравниваете тоже сколько хочешь. размеры, полученные, собственно, из двух разных методик. То есть вот эта методика идентичных частиц и методика неидентичных частиц. Вот это Ферзь ходит как насколько это правомерно и насколько доказано, что вы имеете право вот сравнивать эти две, собственно говоря, разные величины. как слон, и по горизонтали, и по вертикали, как ладья. Дело в том, что методика, которая используется для Вот. анализа этих корреляций, она одна и Лошади та ходили. же в обоих случаях. Вот- И используется вот так. даже более того, одна и та же Вот модель так, описания да. взаимодействий для этих частиц. То То есть есть либо вот методика так, одна и либо та вот же, так, как сюда, экспериментальные вот данные одни и те же. Поэтому Не-не-не, я имею в виду... И все. Цель – побить короля соперника. Экспериментальные данные, конечно, одни и те же, но сам метод получения вот этого размера, он разный, он основан это на та же самая разных... фемтоскопия, и даже модель, это используется в данном случае подход Ледницкого для описания и там корреляции этих каонов. То есть Да, они не разные. но в случае идентичных частиц у вас там идет интерферационное измерение. Да, и это учитывается в подходе. В случае с неидентичными частицами вы используете просто сильное взаимодействие. То есть вы разные процессы даже используете для того, чтобы получить размер. И насколько вот эти полученные размеры совпадают? Там есть сильные взаимодействия, они одинаковые, это раз. А вот это вот, как вы говорите, интерференция, это тоже все учитывается в модели. То есть это есть, а в одной и той же модели учитывается эта интерференция. И в самих вот в анализе, на который приведена ссылка, об этом говорится, как оно учитывается. А вы не могли бы в двух словах мне сейчас объяснить, как Ой, это? нет, там в двух словах так не объяснишь. Там формулы, там просто пишутся именно формулы, что смотрите, в этом случае мы пишем так, в этом случае пишем так. То есть прям там формулы приведены. То есть вы считаете, что
результаты, полученные этими двумя разными методиками, можно с друг другом сравнивать. Ну, по крайней мере, мы в коллаборации Алис в нашей группе, да, пришли к этому выводу, поскольку, ну, то есть у людей возражений не было до сих пор. Вот. И согласно, естественно, представленному детально описанному анализу. Но на самом деле я бы посоветовала вам просто по ссылке вот пройти по этой и посмотреть. Там прям в деталях обе формулы для анализа идентичных каонов и неидентичных, они прям представлены и обсуждается, в чем их разница. Спасибо. Да, вот у нас еще есть один вопрос от Олега Теряева, он как раз на связи. Пожалуйста, Олег. Да, спасибо. Скажите, пожалуйста. Погромче, Олег, погромче, вы обычно Да, тихо. постараюсь, как сейчас лучше слышно. Да, да, лучше. Вот, хорошо. Вот вы показали результаты для разных компонентов, да, и импульса Q, и соответствующих, значит, компонент радиуса, ну, характеризующих форму там, среднюю форму, скажем, излучающей области. А вот вы знаете, вот какой вопрос. Ведь на самом деле можно сюда добавить помимо, ну, скажем, компонент диагональных, куда входят квадраты соответствующих компонент импульса, добавить не диагональные, куда входят произведения этих компонентов. И эти недиагональные вклады в корреляционную функцию несут информацию о вращении среды. Вот такого рода анализ. Ну, скажем, когда-то он проводился, а вот, скажем, может ли Дубнинская группа к этому подключиться? Потому что действительно вращение среды — это то, что связано с поляризацией, это связывает, ну, условно говоря, два разных аспекта физики столкновения тяжелых ионов. Дело в том, что в самом начале, может быть, для энергии 900 ГЭФ столкновений, для пионов, пытались сделать такой анализ. Именно для корреляции пионов, я помню такую работу, польская группа делала. Но после этого как-то вообще вот эта тема немножко подзабылась в группе, вот Фемтов, Алис. На текущий момент никто таким анализом не занимается. И я могу сказать, что мы тоже пока это не обсуждали. Мы занимаемся пока другим. Технически, ну, то есть это, конечно, можно рассмотреть, но мы пока не обсуждали. Вот вы знаете, в связи с интересом к поляризации и к подготовке измерений поляризации и на MPD, вот мне кажется, это самое время об этом вспомнить, может быть, посмотреть не только пионы, поскольку это, значит, область, например, поскольку поляризация измеряется для лямбды, ну вот, может быть, там для странных частиц, вот вы смотрите там для каонов, может быть, вот такие вещи для каонов. Ну так можно подумать, что именно было бы целесообразно измерять. Но, в общем, это, по-моему, интересное направление. Я Как поняла. я сказал, связывающие, ну, два разных аспекта вот физики столкновения тяжелых ионов. Поляризацию, где есть вращение среды, и фемтоскопию, как вот дополнительный такой, что ли, пробник этого вращения. Я поняла, спасибо за идею. Хорошо, спасибо. Так, спасибо, Олег. У нас продолжаются вопросы от Степана, пожалуйста. Так, Лен, теперь давай пойдем вот там Один вопрос, потом перерыв. Так, Лен, подожди. Пойдем к нейтронным звездам, и перед этим было там, что вот эта странность там появилась. Давайте я листаю, а вы мне скажите, где остановиться, хорошо? Ну, там, где ты начала с гиперонами взаимодействовать. Дальше? Ну, вот здесь можно остановиться. Вот Вот у тебя здесь? лямбда П, видишь? Вот смотри, ну, Для лямбда. вот лямбда П, да, есть. Да. Значит, вот если ты на Б эту картинку нанести ПП там или ПН взаимодействие, как ты думаешь, как она пойдет? Понятия не имею, как она пойдет. А я тебе говорю, она пойдет выше. И? Это означает, какое отношение это имеет к странным звездам. Ну, это, как говорится, ты можешь это тут обсуждать, а вот к нейтронным звездам не очень понятно. То есть у тебя система нуклон-нуклонная более связанная, чем у тебя система лямбда нуклонная. Это вот почему есть проблема, потому что дальше, вот если ты опустишься вот теперь к нейтронной звезде, да? То есть, вот.
Еще, Ну, да? вот это, да. Вот понимаешь, чем отличается то, что происходит при столкновении тяжелых йодов, и то, что происходит с нейтронной. Нейтронная звезда – это продукт эволюции. В начальном состоянии там вообще нету странности. Да, и тут же По- модель мне показывает, что она появляется. Поэтому вопрос, если у тебя лямбда П меньше взаимодействия, чем нуклон-нуклонная, то с чего ты решила, что у тебя будет лямбда появляться, то есть странность? Это должно быть только в том случае, если это будет горячая материя. А в звездах, извини меня, материя холодная. Тогда как быть с Порога этим? рождения лямбд нету. Это, ну, в моделях можно что угодно написать, но по факту Так нейтронная нет, звезда... подождите, в том-то и идея, что фемтоисследования, они же проводят проверку модельных представлений. Если просто будет расхождение с моделью, ну все, можно сделать вывод, что модель, допустим, Ну, вот не поэтому описывает я как раз и взаимодействие. тебе говорю, что вот у тебя лямбда П есть, но ты не показала сравнение с ПП или НН там. То есть Потому что это был уклон. слайд просто для примера. Я же здесь не обсуждаю, какие конкретно берут там данные, чтобы попытаться зафиксировать параметры, описывающие для модели, описывающие сильные Хорошо, взаимодействия. ладно. То есть, Это только для примера слайд. понимаешь, тогда Там это есть и получается другие. чисто модельные какие-то, кто-то какую-то такую модель придумал, что вот у тебя в нейтронных будут там лямбда появится, странность появится. Один из подходов, да. Так еще раз говорю, вот модели используются, но они используют горячий, понимаешь, механизм. А горячего нету вещества в звездах. Степа, странность... Еще раз говорю, нейтронная звезда холодная, она тоже такая же холодная. Они как- знают, теоретики это знают, не хуже, чем... Степа, Но они используют это для появляется нейтронных не звезд. Это только картинки при взяты из высокой температуре. модели для нейтронных звезд. Да, Ну, а когда чего есть тогда говорить? горячая материя, а ее нет. Я говорю еще раз, теоретики это знают, значит есть. Нет, По нет. их понятиям. А ты говоришь нет. Значит, она рассказывает то, что существует в мире по моделям. Я понимаю, теоретики представили модель, они ее проверяют, имеют право. Правильно, неправильно. Ну, это ошибка считать, что странность появляется только... Подождите, там кто-то комментарий делает онлайн. Просто, да. Она из плотности тоже появляется. Конечно, Сейчас, а у него всегда тихо так, я это знаю. Сейчас. Олег, вы нас слышите? Это не Олег говорил. Я слышу, но это уже сказано, что действительно, если... Вас очень плохо слышно, Олег. Вам надо громче. Степа заблуждается, считая, что странность появляется только из-за высокой температуры. Она из-за высокой плотности тоже появляется. И, конечно, гипероны в уравнениях состояния в нейтронной звезде – это очень активно развивающиеся области. Вот там со звездами там аномально большой массы это связано. То есть это большая наука, конечно. И, конечно, это все присутствует. Да. Да нет, ответа нету как раз. И на самом деле сейчас это идет и дискуссия. То, что Олег говорит, что... Дело в том, что большие плотности, тем не менее, если синтез элементов идет, извините меня, никаких там температур роста не может быть. Там начинается включаться давление, и давление меняет Еще раз говорю, его хоть свойства. какое давление, если большая температура, энергии связи у тебя не будет, и не будет ядер. Плотность это не есть температура, это только для ферми газа. Степан, Ребята, были лекции вот человека из Сколково, рассказывал, как при высоких давлениях, там какие-то астрономические, совершенно металлы становятся не металлами, и наоборот. Это разные вещи. И здесь Это разные такое вещи. же происходит. Правильно, потому что там эта диаграмма не учитывает того, что есть так называемое то, что мы доказали, есть холодная сверхплотная компонента в ядрах. И поэтому, когда растет плотность, она растет. И конденсация совсем другая, она холодная будет. И нету там никаких больших температур для того, чтобы рождалась странность. Но мне кажется, мы сейчас входим не в свою область. Значит, это область теоретиков. Значит, одни говорят есть, другие нет. Мы никогда не договоримся, есть или нет. Это надо смотреть модель конкретно, надо ее изучать, и тогда будет понятно. А зачем мы будем сейчас... Стали и окончать, тогда бы здесь стали не было. Потому что это наука, это поиск. Люди, как говорится, ищут. Ну, если проверяют. теоретическое поле, значит, то, что здесь сделано, это, еще раз говорю, это можно посмотреть доклад Капишина, он тоже включает то же самое для
для Ники, такие же вещи там использовать для поиска лямбда. То есть это известная вещь, которая сейчас обсуждается. Не исключено, что ты прав, я ничего не говорю, но это теоретическая часть. Зачем нам ее сейчас обсуждать? Ну, я думаю, что у нас вопросы появились, мы попробуем на них ответить. Кто-то согласен, кто-то задумался. Я думаю, в любом случае это полезное как бы замечание. Ну, как говорится, у каждого свои какое-то представления и знания и так далее. Но я бы хотела спросить у Лены, знакомы ли ей работы группы «Атлас» тоже по вот этим корреляциям Розенштейновским в области больших множеств. Эта работа вот Кульчицкий возглавлял, и я помню, мне показал эту работу еще, когда она обсуждалась. Там был интересный вывод сделан о том, что вот как будто бы параметры радиуса остаются на константу выходят, а лямбда где-то к нулю стремится. То есть и вот интерпретацию такому поведению было сделано корейского происхождения американским физиком, пробую вспомнить, Чукин, вот как Чукин, вот фамилия напоминает, о том, что когда у нас большая множественность, и вот этой пионы образуют, как бы волновая функция сворачивается в одну, и мы, в принципе, не можем определить размер системы, вот, и спускание как бы здесь становится зависимым. А вот при малой множественности как раз такое независимое спускание, вот как раз такие эффекты. Это как-то вот работа осталась незамеченной. То есть вот есть ли у вас возможность перейти на вот область, вы показывали на большую множество, и может быть вот эти поведения, корреляционные параметры, они как-то что-то покажут новое. Ну, дело в том, что трудности вообще, есть некие фемтоисследования, сделанные в Атлас, там мы видели, да, и, по-моему. Но для нас трудность сравнения с ним, что они анализируют их другими функциями просто. Они даже экспериментальные функции корреляционные фитируют другими функциями. Мы, чтобы с ними сравниваться, мы должны фитироваться просто одинаково. То есть Вот. разные функции. То есть те же самые лямбда, которые они извлекают, это другие лямбда, не такие, как мы извлекаем. Вот так. Ну, вот. Но я что хочу сказать, что мы, конечно, неплохо знаем атласовские работы, но не Кульчицкого. Может быть, они не были, но я не знаю, там трудно определить, потому что это работа коллаборации. Значит, действительно, они смотрят в основном экспоненциальные зависимости, а мы смотрели Гауссы, хотя в работах, которые тут у Лены указывали, там делали сравнение. Переход от Гауссова к экспонентам можно сделать. Делается это. И вот буквально вот в докладе Малининой, который делал специально там недавно, который в ЦЕРНе делался, там действительно для того, чтобы сравнивать Атлас, кстати, CMS тоже. Вот, например, вот эта вот работа с трехчастичными корреляциями, да, вот в этой статье, где тут ссылка есть, вот это, на самом деле эти трехчастичные корреляции анализировались не только с помощью фитирования Гаусс. И вот там вот можно тоже посмотреть, например, здесь упоминается, с помощью еще экспоненты фитировались и с помощью фита Edgeworth. И вот можно увидеть, что на самом деле там и радиус, и лямбда очень отличаются сильно. Вот. Но почему я привела это Гаусс, потому что мы в своих анализах в нашей группе рассматриваем только гауссовые фиты, за исключением там вот Люда Малинина, она исследует пионы, она там рассматривала также фитирование экспонентой для именно пионов. Но проблема с фитированием, если это не Гаусс, в интерпретации. Дело в том, что лямбда, как вот мера хаотичности и как мера фемтоэффектов во всем, что мы меряем, она имеет и размер, вот этот вот, который как радиус, да, источника. Именно в теории напрямую он получен соответствие только для гауссового фита. То есть как понимать тогда вот этот R, что мы извлекаем из фита экспонента,
нет прямой трактовки, что это есть размер источника. Поэтому мы, когда можно, предпочитаем Гаусс. Не только мы. На самом деле, действительно, это еще Подгорецкий, когда-то у него там рассматривался гауссовский. Ну и понятно, логически. А если вы берете экспоненты, что это непонятно, что это за форма. Хотя экспонента лучше описывает там Да, целый на ряд, по точкам лучше идет. целый ряд Давай. идет по точкам. Да. То есть, ну потом вы видите здесь, вот вопрос, что при низких множествах, вот он, самый низкий множность там указано, да? Ну, вы видите, 10 там, 10 в такой степени. То есть мы спускаемся к низким множествам, и там тоже смотрим радиус. Естественно. И главная задача для нас была понять, вот от чего зависит вообще размер радиуса. Потому что при свинец, он большой по сравнению с протоном. Но свинец там и множности брались тоже большие. И вот сейчас мы получили, Лена показывала точку, где спускается к очень периферичным событиям свинец-свинец, и уже там радиусы очень близки, протон-протоном и протон-свинец. То есть получается так, что радиус зависит сильно, вот сам источник, сильно от того, какая множность там вылетает. Вот это вопрос, который, ну, вообще в стадии обсуждения. Но вот здесь вот видно, да, что вот они подходят, и они близки становятся. Причем это для каонов. Для пионов там как раз отличие гораздо сильнее. То Ну есть, вот для пионов это был вот этот анализ, который я пролистала. то есть это вопрос, который остается. Он требует, потому что всего Вот. одна точка сейчас получена для каона вот при такой малой множестве. Нам нужна статистика, которая будет на LSC3. Вы знаете, что трехчастичные делали на Делфи, это Е плюс Е Нет, минус. я не знаю, но спасибо за это. То есть вот у нас работает Нелли Пухаева, это ее диссертация, так что ты к ней... Ну, фамилию вот я ее знаю, да. Да, что вот с кем-то это как раз на Делфи они делали, просто ты посмотри, что у них там получилось. Потому что если вы там ПП, там, так лучше Е плюс Е минус тоже положить. Смотрите, как вы себя видите. Ну, мы посмотрим. Но только вопрос в том, что они использовали, какие формулы для своих, вот для с ней извлечения там корреляции. конкретно. Если, допустим, не те, которые мы, то прямого сравнения не получится. Там он еще вопрос. Да. Рождение, конечно, можно, так сказать, послушать. Вот вопрос еще какой. Дело в том, что это известно, что можно в ПП с ударением отбирать события с большой множественностью. Да. И если сравнивать множественность на пару партиципантов, ядро-ядро, ПП, так ПП, она может быть больше, чем ядро. Ну, да. Да, и поэтому, на самом деле, кажется единственным изучение вот этих параметров в вашем фите, те, которые есть, например, изучение. Да, ну, собственно говоря, это интересно. На самом деле, вот исследования, которые показаны, вот эти все, вот трехчастичные, потом вот это все, многие из них сделаны в так для событий high multiplicity событий уже в ПП. Но даже для них, вы видите, пока то, что мы имеем, ошибки большие. То есть очень есть, рассчитывают люди на RAN 3, где статистику планируется в разы просто повысить, и, соответственно, там получить более точный результат. Ну, да. Это известно, что события это редкие, вот, большое множество, но они особые, поэтому просто само по себе, так сказать, интересно даже не только там корреляция, а представляет интерес и других характеристик. Ну, Миш, значит, действительно, это специальный триггер, который high multiplicity большие множества отбирает. И действительно, вот последние работы по ПП сделаны именно так. Причем там, конечно, на порядок или на 2 сразу увеличить статистика для этих множеств. Да, это очень интересно, потому что... Ну, не только фемтоскопия. Конечно, конечно. Потому что известно, например, это старые эксперименты Фермилаба 735, у них там энергия была не очень большая, вот, но у них значит, плотность множеств, та, которую ты показывал, достигала 20, в то время как на ЛТ, которая достигает, это где-то порядка там 6, 8, но я сейчас не помню. Ну, еще в разы существенно. Поэтому это редкие события, но чувствительны к особенностями вот этой среды, которая образуется в этих столкновениях, это, конечно,
Ну да, Это чтобы в интересно. конце концов понять, есть там Конечно. коллективность или ее нет. Конечно, То есть, да, да. Всё, спасибо. Но еще бы я хотел вот сказать насчет замечания Теряева Олега, популяризации. Вот, Сергей, ты понял, что говорил Теряев насчет популяризации? Потому что, конечно, в Алис сделано достаточно работ по популяризации лямбда и по выстроенности, ну, например, там «Касса звездой», и Ромизона там смотрит выстроенность. Но это известно, вот мы с Сергеем обсуждали это не раз и с Теряевым. Но я так понял, что он хочет смотреть популяризацию несколько другую. Просто он тихо говорил, мы с ним, конечно, обсудим. Я имею в виду, что есть способ увидеть не по вращение среды не по поляризации, а по корреляции. И, то есть, если среда вращается, то возникает в корреляция самом среды. начале, Да, в самом начале. с Гауссом, который... Ну да, да. Если пока- А, ну понятно, трехмерные вы имеете в виду, Ну да, да, я да, да, ну пролистала. все равно. Вот, Да вот например. неважно. На самом деле, ну, Вот замечание уже было сказано, почему именно в таком виде. Но, так сказать, вот если смотреть немножко более широко, то под экспонентом квадратичная форма стоит прохождение R на... Тогда у вас значит, получается целая матрица, но это такое обобщение уже в зависимости от того, значит, что вы предполагаете о симметрии вот этого источника, можно, значит, делать разные предположения, да, диагональные, видите, так. Мгм. А если вы, значит, не диагональные члены, про которые он говорит, то не диагональные члены, они связаны, значит, вот с вращением. Поэтому некое более сложное обобщение, заниматься более тонкими вещами, То есть формула должна быть более такая. сложным образом. Может быть, R, это будет... Олег, вас не слышно, говорите громче. Я уже говорю насколько. Так, а сейчас слышно? Мне кажется, я говорю прямо в микрофон. Но я, правда, тоже не все слышу. Сейчас слышно? Или Да. Я хотел сказать, что там в скобке должна стоять, значит, выражение. Ну, матрица, значит, какая-то, ну, условно говоря, матрица радиусов или квадратичных радиусов. И такая же матрица составлена из компонент импульса. И вот это более общая параметризация. Ее можно связать и с вращением. Вот, то есть это не поляризация частицы, а это как бы вращение самой среды, которая переходит потом в поляризацию частиц. Вот такой дополнительный пробник. Как слышно меня? Значит, есть, я такое сделаю, может быть, замечание. В работах по пионам, там, кроме вот этих диагональных out, outside, side, long, long, там есть outside, Ну, это о чем я и говорила side, long, да. когда раньше. То есть там эти тоже рассматривались, вот эти компоненты. Я сейчас не понял, они были очень маленькие по величине. Да, были маленькие. По-моему, может, так. это Поэтому означает, ими пренебрегали. Но только, Олег, если это то, что вы говорите именно так, потому что, ну, может быть, давайте мы это обсудим отдельно. Хорошо, хорошо, конечно. И скажу только, что вот это предложение, ну это предложение вот Черной и сотрудника, вот так смотреть. У меня есть немножко другие предложения, как вращение извлекать из этих структур. Может даже тогда не обязательно, даже не, ну можно строить некие произведения, некие не диагональные произведения средних, а не среднее от недиагонального. Да, я с удовольствием обсужу, конечно. Спасибо. Спасибо вам. Да, очень интересный сегодня семинар, активный, полезный. Я думаю, что мы продолжим эту активность дальше. Значит, я хотела напомнить вам, что у нас есть стипендии Маркова, Балдина и Векслера, да. Вот надо, чтобы они тоже выступили у нас на семинаре, пусть короткие сообщения, но им это надо как бы для зачета своего. Вот. Но если сейчас нет вопросов, давайте еще раз поблагодарим докладчицу. Вот, пожелаем ей успеха. Она очень активная, большой объем материала нам представила. И понимает все, что тут делается. Вот. И на этом закончим семинар.